Привет, народ! Сидел вот на даче во время так называемой самоизоляции. Делать было нечего, решил приготовить деготь. Деготь березовый, собственноручно. В общем, набрал бересты, вот, сижу, режу ее в кастрюлю. Деготь создается путем, как я понял, сжигания бересты в бескислородном пространстве, в емкости, куда нет доступа кислорода. Береста там перегорает, так перетлевает, там как-то, не знаю, какие процессы происходят, пиролизом, что ли, это называется. В общем, а деготь вытекает снизу в дырочку, в емкость, которая стоит снизу. Вот, в общем, нарезаю, решил ее порезать, пробовал так напихать, как-то там мало входит. Так, думаю, побольше войдет, поплотнее она там ляжет. Полную кастрюлю сейчас сделаю и начну разводить костер, выкапывать ямку, ставить там емкость, все как положено. И да, кстати, перед просмотром видео попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, делиться этим видео в социальных сетях, писать любые комментарии. Просто этим вы очень поможете развитию канала. Ведь вам не сложно, а мне приятно. Далее, как только закончу резать эту бересту, начну сверлить дырку в крышке. Крышка мне попалась очень удачная для этого дела. Там есть такие, ну как сказать, выпуклость, спуски от краев к середине, чтобы стекал деготь, чтобы он там не застаивался и просто не сгорел. Делаем отверстие, сверло, кстати, с Алиэкспресса. Ссылочку, наверное, на него оставлю в описании. Неплохое сверлышко для таких дел. Сверлить разные диаметры, там можно сразу разные диаметры сверлить ступенчатым сверлом таким. Далее, вот, значит, копаю ямку, на которую будем ставить кастрюлю, и в этой ямке будет емкость для сбора дегтя, туда он будет стекать. Вот такую баночку я приготовил консервную, отмыл ее, высушил, все как положено. Ну, ямку я выкопал не по размерам немножко, глубокую, закапываю сейчас землей обратно. Банку надо поставить будет по центру ровно, чтобы все стекало, мимо не капало. Подбрасываю немного земли обратно. Надо было сразу померить диаметр крышки, выкопать все поровнее. Ну ладно, первый раз. Так, устанавливаю банку. Пришлось мне поставить проволочки сверху, потому что великовата была ямка. Накрываем крышкой кастрюлю, переворачиваем аккуратно, чтобы ничего оттуда не выскочило, и устанавливаем ровно, чтобы отверстие было над банкой, чтобы мимо ничего там не капало, а то и будет все на смарку весь процесс. Долго я, конечно, примерял это отверстие, все боялся, чтобы все мимо не потекло, но вроде получилось нормально. Устанавливаем кастрюлю. Сейчас я размешаю ведро глины, глину с водой немножко растворю и буду замазывать. Это нужно обязательно сделать, чтобы кислород не поботал ни в кастрюлю, ни в ямку. Буду замазывать глиной вот этот стык кастрюли с крышкой, ну и ямки, края ямы, которые выпирают за пределы крышки. Ну вот, значит, взял глину. Все аккуратно промазываю, чтобы не было никаких отверстий, промежутков, щелей. Весь периметр этой крышки и выпирающие края ямки. Процесс такой нечистый, немного грязноватый, но глина смывается легко. Руки ополоснуть и все. Многовато я сделал глины. Пришлось ее всю туда выкинуть, чтобы не оставалось. Ну и заодно будет получше все загерметизировано. В процессе горения костра она затвердеет, станет такая, ну, примерно как камень. Буду ее отбивать потом оттуда. Сейчас все замажем, будем разводить костер.
Да, немного кусков земли положил на те места, где большие были дырки из-под земли. Заложил их землей, ну и оставшуюся глину туда вылил. Кастрюлю я взял эмалированную, все думал, что вдруг эмаль отлетит внутри в процессе нагрева. Но ничего, она не отлетела, все нормально было. Вот такое вот у нас сооружение получилось. Ставлю бочку сверху. Ну, можно ее не ставить, но так поаккуратнее будет, ничего не будет разлетаться. Будет внутри все гореть. Горелочка вот с Алиэкспресса тоже прикольная. В общем, накидал туда досок, поджег. Сейчас я накидаю еще побольше, это не все, конечно, будет сверхом закрыт. Ну и горело это у меня около 40 минут. Я не знаю, сколько там, может быть, достаточно было и поменьше, но я как-то все боялся, что вдруг вся береста не перегорит, дегтя меньше получится. Решил уже наверняка, чтобы все сгорело, чтобы весь деготь, который там есть, вытек мне в эту банку. Ну и вот так вот я это все держал 40 минут. Ну и еще подкидывал. Немного еще подкинул. Вот после 20 минут горения. Немного еще подкинул. До 40 минут подождал, когда все прогорит, потухнет. И начал открывать. Конечно, жар был очень сильный от этой всей конструкции. Пришлось водой поливать. Потому что подойти было сложно. Еще нужно нагнуться, чтобы откапывать эту кастрюлю. Жарище было сильное оттуда. Ну вот, после 40 минут вот так вот это все у нас выглядит. Все прогорело почти. Сейчас будем откидывать бочку. К сожалению, штатива у меня там с собой не было, не рассчитывал я на это. Поэтому приходилось строить какие-то баррикады, пирамиды из кастрюль, из ведер, чтобы установить. Так, значит, откидываем нашу бочку, лопатой отгребаем остатки углей, потому что подойти сейчас там нереально поближе. Буду заливать все это водой из лейки. Поливаем водой. Очень много было дыма, или, наверное, это пар, может быть, пар с дымом. Целое облако поднялось. И даже после этого был сильный жар, когда я отколупливал застывшую эту глину. Стараюсь отколупливать ее аккуратно, чтобы в банку внизу ничего там не залетело, не испортило наш весь результат. Ну и вот что у нас получилось. Застывшая глина. Аккуратно поднимаем кастрюлю вместе с прилипшей к ней глиной. Береста внутри вся перетлела, перегорела и превратилась в один большой комок слипшийся, который очень хрупкий и превращается просто в труху, если руками его помять. Вот такая прикольная штука получилась. Гнездо такое прям цельное. Ну и вот он, наш деготь. Полбанки натекло с этой кастрюли с полной.
Пока он горячий, он, конечно, жидкий, но я его перелил потом в стеклянную баночку. Он постоял какое-то время и стал густой. Такой примерно как какой-то мед или варенье. Загустел. Но сейчас он жидкий, даже немного бурлит. Там, видно, температура была очень сильная. Кстати, запаха такого, как в магазинном дегте, почему-то нет такого сильного. Он, конечно, есть, но слабенький. Больше всего запаха какого-то костра, чего-то копченого, дыма такого. Вот не знаю, может быть, я что-то неправильно сделал. Если есть специалисты, напишите в комментариях. Может быть, так и должно быть. Может быть, я держал слишком сильно, жар был сильный, я вот не знаю. Напишите, кто разбирается в этом. Почему такого страшного запаха у него нет. Особенно вот дегтярное мыло, оно воняет на всю квартиру. А здесь еле-еле. Вот такого цвета, пока он жидкий. Когда он остыл, я окунул туда палец, растер его между пальцами. Такая напоминает смолу, субстанция, которая не смывается водой, я мылом еле отмыл. И вот он, наш деготь. Получилось полбанки. Но делать я его решил не из-за того, что он мне был очень нужен, а просто ради интереса. Чем-то нужно было заняться. Интересный, конечно, я опыт получил. Вот так он выглядит. Через какое-то время отслоилась жидкость какая-то сверху, но ее совсем немного. Основная масса, вот она густая. Вот в таком виде он остался, сильнее не затвердел. Настоящий березовый деготь. Интересно, конечно, самому что-то получить из природы. Применений у него, как я слышал, очень много, как в огородных делах, так и там, ну, дегтярное мыло и много других. Вот такая вот прикольная штука. Пишите комментарии, что вы об этом думаете. Может быть, я что-то сделал неправильно, а может быть, так и должно быть. Ну и бонусом решил оставшуюся бересту, значит, тоже пустить в ход, чтобы не пропадала. Ну, там было около половины этой кастрюли, там полбанки натекло. Ну, то есть в 2 раза меньше, чем первый раз. Но вылил я ее также обратно в эту стеклянную баночку, там она у меня и будет храниться. Вот такой вот интересный опыт. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях. Этим вы очень поможете развитию канала. Ведь вам не сложно, а мне приятно. В этот раз крышка прилипла к кастрюле. Ну и вот он, наш деготь. На этом все. Всем спасибо за просмотр.